Привет! В этом видео мы вместе будем говорить о русском поэте. Слушай текст и отвечай на вопросы. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 6 июня 1799 года в образованной дворянской семье. У его отца была прекрасная библиотека на русском и французском языках. Юный Пушкин много читал. Русская и французская литература оказали большое влияние на его первые стихи. А его бабушка, его любимая няня, которые знали много русских сказок и песен, научили мальчика любить родной язык и народную поэзию. Ответь на мои вопросы. Когда Пушкину было 12 лет, родители отдали его учиться в лицей. В лицее были прекрасные учителя. Дети изучали иностранные языки, историю, философию, литературу, математику и многое другое. В лицее у Пушкина появились хорошие друзья. Он очень любил их и посвятил своим друзьям много прекрасных стихов. Жизнь Пушкина была яркой и интересной. Он рано стал известным поэтом. Его друзьями были лучшие люди России – поэты, писатели, музыканты, дипломаты, политики и их семьи. Но и врагов у Пушкина было много. Царю не нравились свободолюбивые стихи поэта. Из-за таких стихов поэта выслали на юг России и затем в село Михайловское. Ему было нельзя жить в Петербурге и Москве. Нельзя было уезжать из России. Ответь на мои вопросы. В 1830 году Пушкин женился на красавице Наталье Гончаровой. Поэт очень любил жену и называл ее Мадонной. У них было 4 детей. Это была счастливая семья. Молодой французский офицер Жорж Дантес начал ухаживать за женой Пушкина. Поэт вызвал его на дуэль. На дуэли Дантес убил Пушкина. Это стало огромным горем для семьи поэта и для всей России. Пушкин умер в 1837 году, когда ему было 37 лет. Он прожил короткую жизнь, но он стал любимым поэтом России. Его называют солнцем русской поэзии.
Ответь на мои вопросы. Всегда главным для Пушкина было его творчество. Он был поэтом, писал прозу, драмы, издавал журнал, изучал историю России. В своих стихах Пушкин писал о том, что очень важно для каждого человека: о любви, о свободе, о дружбе, о радости жизни и о смерти. Самый известный роман в стихах Пушкина — Евгений Онегин. Пушкин также писал прозу. Самые известные произведения в прозе — это повести «Капитанская дочка» и «Пиковая дама». Его драматический талант раскрылся в маленьких трагедиях и большой исторической трагедии «Борис Годунов». Пушкин писал прекрасные сказки. Например, «Руслан и Людмила», сказка о царе Салтане, сказка о рыбаке и рыбке и другие. Ответь на мои вопросы. Глинка, Рахманинов, Римский-Корсаков и многие другие композиторы писали романсы на стихи Пушкина. Чайковский написал оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Мусоргский написал историческую оперу «Борис Годунов». Глинка написал оперу-сказку «Руслан и Людмила», а Римский-Корсаков — «Золотой петушок». Есть и балеты: «Бахчисарайский фонтан» Асафьева и «Пиковая дама» на музыку Чайковского. Ответь на мои вопросы. Это был русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. На нашем канале ты можешь послушать романсы на стихи Пушкина. Если ты хочешь знать еще больше о русской литературе, подписывайся на наш канал. Мы будем рады тебе. До встречи. Пока-пока.